Ты будешь счастлив в отношениях, если будешь знать и применять квантовый закон отношений. Узнав этот закон, ты поймешь истинную природу отношений и сможешь избежать главной ошибки, которая делает отношения несчастливыми. А еще ты узнаешь о 3 красивых романтических убеждениях, которые разрушат любые, даже самые счастливые отношения. Тема отношений является ключевой для каждого человека. Это неудивительно, ведь природа отношений встроена в структуру мироздания. Как именно? Окружающие нас предметы физического мира, в том числе наши тела, состоят из химических элементов, их соединений. Химические элементы состоят из атомов, атомы состоят из элементарных частиц. Электронов, протонов, нейтронов и других частиц. Из них, как из кирпичиков, строится все многообразие окружающего нас материального мира. И вот здесь начинается самое интересное. Квантовая физика говорит нам, что все элементарные частицы изначально пребывают в состоянии непроявленности. То есть в своем изначальном виде они не проявлены. Они существуют везде и нигде. В виде волны, которая занимает всю Вселенную. Они частицы, которые локализованы и проявлены в какой-то конкретной точке. И для того, чтобы частица проявилась и возникла в нашем мире, она должна вступать во взаимодействие с другими частицами. А пока такого взаимодействия нет, этой частицы, ее словно бы и не существует. Она везде и нигде. Элементарные частицы проявляют себя в мире только взаимодействуя с другими частицами. Или другими словами, вступая с ними в отношения. Взаимодействие или отношения с другими частицами нужны частицы для проявления себя. И это понимание взаимодействия или отношений частиц на микроуровне, оно может помочь лучше понять природу человеческих отношений. Потому что один из ключевых законов мироздания, закон подобия, говорит нам, что в большом, то и в малом, что вверху, то и внизу. Как частицы проявляют себя из квантового небытия в наш материальный мир через отношения с другими частицами, так и отношения для нас – это единственный способ проявления себя в мир. Не проявление себя как материального, физического объекта. Хотя, конечно, физическое тело подчиняется квантовым законам, оно состоит из материальных частиц и проявляется в результате взаимодействия физического. Но отношения необходимы для проявления собственного «я», для проявления своей сути. Это важно понимать. Только находясь в отношениях с какими-то местами, событиями, людьми, то есть с окружающим миром, ты можешь существовать в этом мире как уникальный субъект. И в этом суть и предназначение отношений. Вступая в отношения с миром, ты можешь выразить собственное «я», проявить свою суть. И самый яркий способ проявления своей сути – это отношения с другими людьми. Именно в этом заключается квантовый закон отношений. Он звучит так. Единственная цель отношений – это проявление и выражение собственного «я». Можно сказать, что другие люди – это зеркало, в котором ты отражаешься. И, конечно, главное зеркало – это твой партнер, любимый человек. И вот этой истинной цели отношений ее почти никто не понимает. Почти никто не осознает, для чего нужны отношения. Отношения видятся как способ избежать одиночества, заполнить пустоту, даже найти свою любовь. Иногда просто для удовлетворения эго строятся отношения. И у таких отношений нет шанса. В самом благоприятном случае отношения возникают как некий отклик на любовь, да, как видение, желание любви. У таких отношений есть шанс, но его обычно упускают, потому что не учитывают действие квантового закона отношений. Если понимать квантовый закон отношений, то можно сразу увидеть, в чем заключается коренная и главная ошибка при создании отношений. Эта ошибка заключается в том, что ты фокусируешься на другом человеке, на своем партнере, на своем любимом. И это представляется таким естественным. Сосредоточиться на нем, или на ней, соответственно.
Но если ты фокусируешься на другом человеке, то в нем, в этом другом человеке видится и причина возникновения взаимоотношений. Хотя причина их возникновения только в тебе, внутри тебя. И залог их успешности видится там же. Ты возлагаешь на любимого человека ожидания, а себя подстраиваешь, чтобы ожидаемое исполнилось. Ну, что-то вроде «я все для него сделаю, и он будет любить меня до конца жизни». Как-то так это звучит. И задачи быть собой или выразить себя не стоит. Ты смещаешь фокус себя и в результате не выражаешь себя истинного. Твоя подлинная глубинная суть остается в этих отношениях непроявленной. И поэтому ты нарушаешь квантовый закон отношений. Ну, точнее, даже не нарушаешь, а проявляешь через отношения, что ты не истинный, не настоящий. И, соответственно, отношения становятся не истинными, не настоящими. Отношения не достигают своей подлинной цели – проявить и выразить истинную суть каждого партнера. Такие отношения не являются цельными и целостными, а неистинные и нецелостные отношения не могут быть счастливыми. И более того, они обязательно приводят к страданиям. Напиши в комментариях, к чему тебя привели ожидания от партнера, подстраивание под него или иные способы фокусировки на нем. Будет интересно узнать, как работает в жизни квантовый закон отношений. Когда ты проявляешь себя, то ты вкладываешь себя в отношения. Фокусируясь на своем партнере, ты ждешь, что он может что-то тебе дать. Ты ждешь, что от отношений с ним ты можешь что-то получить. То есть фактически ты хочешь что-то извлечь из этих отношений. И обычно эти ожидания, они завернуты в очень привлекательную романтическую упаковку. Вот 3 очень романтичных убеждения, которые неизбежно приводят отношения к несчастью. Эти фразы прекрасно звучат в кино, но, к сожалению, ведут к однозначно печальному результату. Первое убеждение, разрушающее отношения. Без его любви я погибну. Очень романтично. Безумно романтично. Огромное количество мировой литературы, стихов, песен, оно создано на этом тезисе. Что он означает на самом деле? В этом случае ты фокусируешься на ожидании любви от другого человека и не видишь своей жизни без него. Причем это ожидание любви, оно со временем переходит в требование. Если ты допускаешь свою гибель без другого человека, то это означает прежде всего, что ты не любишь сам себя. Потому что видишь главный источник любви в своей жизни в другом человеке и боишься, что он иссякнет. Ты фокусируешься не на своей любви, а на любви любимого. И в результате события разворачиваются по одному из 2 сценариев. Сценарий первый. Ты постоянно требуешь от любимого человека подтвердить свою любовь. Ты не веришь, что тебя любят. Ну, это естественно. Как ты можешь поверить, что тебя любят, если ты даже сам себя не любишь? Партнер должен тебе постоянно доказывать свою любовь. То есть он должен себя вести определенным образом. Причем как бы он себя ни вел, ты все равно в ее любовь не веришь. И отношения превращаются в череду изматывающих требований и претензий. И сценарий номер 2. Ты веришь в ее любовь, чувствуешь ее и очень хочешь ее удержать. Конечно, а где еще взять любовь, если сам себя не любишь? А чувствовать себя любимым приятно? Очень приятно. И ради удержания этой любви ты начинаешь подстраиваться под любимого человека, начинаешь изменять себя. Ну, это еще ничего. Плохо, что ты начинаешь изменять себе. Ведь ты хочешь не истинных отношений, где каждый остается собой, да, а ты хочешь удержать любовь другого человека. В результате ты теряешь себя, рано или поздно впадаешь в некую жертвенность, где жертвенность там обязательно претензии и требования, потому что принесенные тобой жертвы требуют компенсации. Я стольким пожертвовал, где моя награда? И что интересно, ты как будто делаешь все для него, любимого, а на самом деле ты этого любимого и его любовь ты хочешь захватить и поработить. Так происходит, когда ты хочешь полюбить себя через любовь других. Это, конечно, происходит неосознанно. Если я буду чувствовать, что другой человек меня любит, то я тоже смогу себя полюбить. Приблизительно такой разговор происходит внутри, в подсознании. Но это так не работает. Не работает. Наоборот, любовь к себе является фундаментом подлинной любви к другим. Второе убеждение, которое разрушает отношения. Он или она моя половинка.
Звучит тоже чрезвычайно романтично. Наконец-то ты нашел человека, который делает тебя завершенным. А что скрывается за этим чувством? А скрывается ощущение собственной нецелостности. То есть ты фокусируешься на ожиданиях, опять же, от любимого человека. Вот кто сделает меня завершенным и наполненным. Вот в чем секрет. Нет необходимости заниматься самосозиданием, мне просто требуется нужный человек. Замечательно. И потом события, они также разворачиваются по двум сценариям. Сценарий первый. К любимому человеку формируется запрос на грани требования. Ты должен заполнить мою недостаточность, мою пустоту, иначе какая же ты половинка нафиг. Только вот заполнить эту пустоту другой человек, он не может. Потому что по-настоящему наполнить себя можешь только ты сам изнутри. А ты ожидаешь, что наконец-то будешь целым благодаря своей второй половинке. Чувство наполненности что-то нет и нет, нет и нет. И в результате рождаются претензии. Кажется, что наполнение не случилось, потому что он чего-то не додал, что-то не так сделал, и вообще какой-то не такой, как в том анекдоте. Не так сидишь, не так свистишь. И сценарий 2. При взаимодействии с любым человеком твоя целостность действительно повышается, ты расцветаешь. Такое возможно, это просто замечательно. Вот только это не он тебя дополняет, наполняет, а просто ты во взаимодействии с ним начинаешь проявлять свою истинную суть. Это прекрасно. Но ты видишь причину этой возникшей полноты в жизни в нем. Конечно, хочется эту полноту удержать, и происходит уже описанный ранее цикл подстраивания, потери себя, и неизбежных претензий, попытки захватить, удержать любимого. Но ведь я же только половинка. Хочется любой ценой удержать собственную целостность, считая, что это именно другой человек делает тебя целью. На самом деле цель отношений не в том, чтобы найти другого такого же, неполного, чтобы не сказать ущербного горемыку, который тебя завершит, а ты, соответственно, его. Два таких ущербных горемыки стыкуются, да? А цель отношений, чтобы было с кем разделить свою завершенность и полноту. Третье убеждение, разрушающее отношения. Он приносит мне счастье. Она делает меня счастливым. Тоже звучит прекрасно. Замечательно звучит. Человек принесет мне счастье. Только фокус опять на партнере. Теперь через запрос на счастье, через требование счастья, через боязнь упустить счастье. И, в общем-то, это вариация на тему двух уже рассмотренных ранее случаев. И опять все идет по двум схожим сценариям. Счастье увязывают с партнером, и либо требовательно ожидают этого счастья, либо очень боятся потерять. В обоих случаях истинные отношения утрачиваются. Частица существует в квантовом небытии. Она всегда была там. Но для ее проявления нужны другие частицы. Источник счастья, радости и любви ты сам. Другой человек лишь помогает тебе раскрыть и почувствовать это. Другой человек помогает проявить тебе все это великолепие, свое великолепие. Итак, во всех трех случаях романтическая обертка и фокусировка на своем партнере, она лишь скрывает неистинные и нецелостные отношения. И в результате люди теряют себя в отношениях, хотя, исходя из сути отношений, должны были бы обрести себя. И отношения, которые должны были расширить каждого из партнеров, делают их меньше. Потому что каждый что-то отрезал от себя, отрекся от какой-то части себя ради взаимоотношений. И отношения вместо счастья начинают причинять боль. А что они еще могут причинять, если ты перестаешь быть собой? Ну что? И вот такие люди сидят и думают, как же так? Как это произошло? Нам по отдельности было даже лучше. Конечно, в этом обвиняют партнера. Хотя он это просто зеркало, отражающее твою неистинность. Ну вот, всю романтику ликвидировали, все иллюзии развеяли. И как же теперь быть? Что делать? Как дать отношениям шанс? На чем их строить? Просто нужно создавать истинные, настоящие отношения. И такие отношения можно создать, следуя квантовому закону отношений. В истинных отношениях ты сосредоточен на себе и своих проявлениях. Не на том, какой он, твой любимый человек. Не на том, чего я от него жду. Не на том, каким я хочу для него быть. Не на том, как мне его удержать. Не на том, как мне удержать любовь и отношения. Все это ведет в
тупик прямым ходом. А на том и только на том, кто я, чего я вообще хочу, к чему я стремлюсь, каким я хочу быть, каким я хочу себя видеть вообще и в этих отношениях в частности. Отношения – это уникальная возможность создавать себя. Если вступать в отношения и развивать их не с намерением что-то получить от них, а с намерением создавать себя в них, вот тогда они становятся истинными. То есть, если ты чувствуешь, что забота – твое ключевое качество, если ты хочешь проявить его, то заботься о любимой, о любимом, не из ожиданий, что о тебе встречно позаботятся, не из мыслей, что тебя за это поблагодарят или похвалят, или будут любить, не из чувства долга или своих обязательств, и даже не ради нее или ради него, нет, ради себя, потому что заботиться – это твоя потребность, а ты хочешь проявить свою суть, проявить себя как заботу. Если ты не хочешь быть заботливым, если тебя это напрягает, не нужно изображать заботу. Можно проявлять заботу, не чувствуя внутренней потребности в этом, по единственной причине. Если ты хочешь взрастить в себе это качество, взрастить, ты видишь, да, я пока не такой, но я стремлюсь быть таким, я стремлюсь проявить в себе этот аспект, я развиваю его. Тогда да. Естественно, это касается не только заботы, а вообще всех проявлений. Когда люди в отношениях проявляют себя настоящих, это делает отношения истинными. Иначе они скатываются либо к состоянию жертвенности, я отрежу от себя кусочек ради тебя, либо к состоянию сделки, я отрежу от себя кусочек, если ты тоже отрежешь от себя кусочек, так называемый компромисс. И в состоянии жертвы или в состоянии сделки, к сожалению, пребывает большинство отношений, если честно. Если отдаешь, то отдавай, не чувствуя, что от тебя убыло что-то, или не отдавай вовсе. Если уступаешь, то уступай искренне, а не вот это вот обмен, да, баш на баш. Или не уступай совсем, потому что отношения – это не бизнес. Не бизнес. И фокус на себе делает отношения истинными на всех уровнях, от высших измерений до повседневности. Потому что ведь это такая постоянная мысленная жвачка, да, вот. А что он сказал? А что он сделал? А что он подумал? Когда фокус где-то там. А теперь фокус смещаем. А что я сказал? А что я сделал? А что я подумал? А я точно так хотел? А теперь двигаем фокус дальше, в настоящее. А что я говорю? А что я делаю? А что я думаю? А это точно то, что я хочу? А это меня выражает? Ставь себя на первое место. Начинай с себя. Она меня совсем не понимает. Ты сам себя понимаешь? Если нет, что ты тогда от нее хочешь? Ты с себя начни. Он опять забыл про день нашей свадьбы. Ну ты-то помнишь? Ты помнишь? Ну устрой в этот день праздник. Вместо скандала на тему несбывшихся ожиданий. Глядишь, вспомнит в следующий раз. Так что смещение фокуса на себя – это не про эгоизм. Это про превращение себя из жертвы в творца. Это единственный способ стать творцом своей жизни и превратить отношения в истинные. Хотя, конечно, ставя себя на первое место и находясь при этом в состоянии низкого сознания, ты действительно можешь проявляться эгоистично. Это так. Но без фокуса на себе ты никогда не узнаешь, какой ты настоящий. Не увидишь, какие отношения ты создаешь. Тебе всегда будет казаться, что тебе не везет. Судьба и обстоятельства не позволяют создать настоящие отношения. Поэтому на пути роста сознания, конечно, придется пройти и через эгоизм. Эгоизм – это просто некая ступень в развитии. Ступень для роста сознания, потому что выход из тяжести ограничений и страдания эгоизма, а быть эгоистом на самом деле очень тяжело, он лежит только через рост сознания. И именно для роста сознания и нужны истинные отношения, создаваемые в соответствии с квантовым законом отношений. Подробнее об эго и эгоизме смотри это видео. Если осознать всю глубину квантового закона отношений, посмотреть на него из высокого сознания, то становится ясно, что вообще все отношения и каждого человека, каждого на своем пути стоит благословить. Потому что в том числе именно благодаря этому человеку существует твое «я», которое ты можешь проявить. И вот в состоянии высокого сознания
возможно волшебство и подлинная романтика. Потому что настоящая любовь — это всегда единство. Ты воспринимаешь другого человека, любимого человека, как себя. И поэтому всякая разница, она пропадает. Думая о себе, ты думаешь о любимом. Думая о любимом, ты думаешь о себе. Делая что-то для любимого, ты делаешь что-то для себя. Делая что-то для себя, делаешь для любимого. Ты продолжаешь фокусироваться на себе, но перестаешь отделять другого человека от себя. Относишься к нему как к себе искренне, по-настоящему. Настоящая любовь, она всегда растворяет эго. И в истинной любви нет эгоизма. Просто при невысоком уровне сознания такая любовь — это всегда такая краткая вспышка, за которой следует откат назад в эгоизм, туда вот в сделку, в манипулирование, в жертвенность. И создать длительные отношения, основанные на любви, возможно лишь при высоком уровне сознания. Соответственно, от 200 и выше, по доктору Хокинсу. И вот здесь-то и живет подлинная романтика, основанная не на собственной жертвенности и ущербности, а на единстве, силе и завершенности. Происходит органичное взаимодополнение мужских и женских энергий. Через проявление собственных энергий и включение в собственное поле в себя энергии партнера. То есть происходит парное взаимодействие, и энергии пары становятся общими. Баланс мужское и женское выравнивается в паре, как в едином целом, без разделения. Происходит нежное и трепетное проникновение душ друг в друга. Разделение с любимым собственной полноты и целостности. И взаимное обогащение и удесятерение силы возможностей. Это совершенно иной уровень отношения, небесный уровень. И именно к нему приводит развитие истинных отношений согласно квантовому закону. Если ты хочешь узнать о квантовой сути любви, смотри это видео. Тема отношений – одна из ключевых тем в жизни человека и в устройстве мироздания. Получить ключи к мирозданию ты можешь в моей книге. Ссылку прикреплю в описании. Создавай себя, ведь созданное останется с тобой навсегда. С любовью к вам. Андрей Беленцов. Проект «Новый мир».